Проблема, которую пытаются нам преподнести как всеобщую проблему, это правильно. Потому что проблема заключается в том, что мы до сих пор не осознали и не приняли психическую энергию. Сама психическая энергия – это есть основа мысли. Пока человечество не научится мыслить, оно будет болеть и страдать от множества болезней. Потому что все болезни, как и ковид, это есть не что иное, как несгармонизированное и несозвучное с человеческой эволюцией сознание процессом. Когда человечество отступает от эволюционного развития самосознания, что является именно эволюцией человека, то в этом случае происходят всевозможные болезни и страдания. Человечеству просто необходимо научиться мыслить. Мыслить не так просто, как думает человечество. Потому что человечество живет привычным мышлением. И через это привычное мышление оно не подготовлено к таким мощным и глобальным изменениям, как прихода нового человечества. Новое человечество, оно зиждется на чистой мысли, на альтруистических побуждениях. И только в этом случае мы будем всегда воспринимать поток психической энергии и созвучать с ним, согласно эволюции человеческого сознания. Других путей просто нет. И перестройка сама, которая была обозначена еще в 90-х годах, в конце 80-х, она тому и есть подтверждение, что человек начинает воспринимать новый цикл эволюционного витка развития человеческого сознания. О ковиде много сказано, но это, можно сказать, лишь только начало, потому что удерживать в пространстве такой груз и такой вес нами, изуродованным астральным планом, нашим мышлением, нашими страстями, нашим эгоистическим взглядом на собственничество, он просто рухнет. Атланты держат небо по срокам. И этот срок уже наступил, когда атланты отпустят нами порожденную карму, нами порожденное уродство. Предостережений достаточно было сказано. Ковид – это одно из последних предупреждений. Следующие болезни будут проходить очень жестко и уносить тысячами, сотнями тысяч людей, которые также безобразно мыслят. Эволюции такое человечество не нужно. Животное царство живет на других планетах, в других сферах. Человечество же – это разумная сущность, которая должна перейти в новые сферы. А новые сферы – это сотрудничество с дальними мирами и сотрудничество с космосом. Для этого, собственно, и явлена эволюция человеческого сознания. И человек, как единственная синтетическая сущность, выражающая план Бога или план эволюционный. Ковид или инфекция, другими словами, этого ковида – это чистый огонь, который подразумевает под собой эволюционный процесс согласно циклам. И вот такие взбросы этого чистого огня, который на данном этапе развития эволюции необходим для очищения низшего астрала, предусматривает дисциплину, приводящую к ответственности человека. Безответственность людей способствует тому,
что они относятся к этому явлению как к обычным, привычным болезням. Срок другой, цикл другой, время другое. От ковида защищаться бессмысленно. В той привычной защите, которая предусматривает какие-то таблетки, лечение, привычно любому заболеванию. От ковида можно избавиться только чистой мыслью, чистым мышлением, безличностным мышлением. И человек, мыслящий по-новому, способен эту энергию огня сделать собственным проводником. Проводником и утончением собственного сознания для расширения и вмещения великого плана эволюции, который зависит от развития человеческого сознания. Ну и как следствие, безусловно, возникает то творчество, тот огонь, который может работать только при ответственном отношении к жизни. И для этого срока дана Агни-йога. Она так и называется Агни-йога, потому что нужно освоить эту психическую энергию в виде чистого огня пространственного, с которым мы должны научиться созвучать. В учениях сказано, что нужно просто жить по совести, с одной стороны, и любить друг друга. Вот эти казалось бы, две формулы, они сливаются в одну. Это добрые отношения, братские чувства и общинное мышление, которое жиздится лишь только на сотрудничестве. Если человек способен сотрудничать, то, безусловно, созвучие с пространственным огнем вызовет новую комбинацию скандх или новую комбинацию элементов, то есть новых желаний, новых устремлений и новых побуждений для самосовершенствования. Тайная доктрина, данная Еленой Петровной Блаватской, она предваряет этическую жизнь, этику. Она создает фундамент. Фундамент для осознанного применения огня в жизни или применения ответственного к своим мыслям, чувствам и делам. Значит, подводя итог, в принципе, мы подходим к тому, что уже все дано человечеству. Даны знания, которые, безусловно, заставляют нас быть более ответственными и дисциплинированными. Есть Агни-йога, которая дает нам, как использовать эти знания в жизни. Значит, тайная доктрина нам дает направление, а Агни-йога устанавливает вехи на этом пути направления. Только в этом случае, если мы начнем мыслить непривычно, а во всем привычном будем находить необычное, новое, только в этом случае мы избежим страданий или вот таких вот волн магнетических этого огня пространственного, которое приносит несбалансированному нашему сознанию, несгармонизированной нашей природе, которая живет без мира, без любви, она будет для нас разрушительна. И останутся действительно только сильные волевые духи, самосознающие сознание, для чего они живут, видящие в самосовершенствовании только избавление от страданий и, безусловно, приобретающие бессмертие. Бессмертие именно своей души. Потому что страдает душа человеческая. Тело само по себе не страдает. Оно живет своей жизнью, минерально-растительной жизнью. Но человек старается уничтожить в себе, согласно эволюции, животные привычки. Пора жить по-человечески. Ковид
изначально, как потенция, всегда существовал как в человеке, как в животном, как в растении, в минерале. Только в низшей природе ковид живет естественно. Но этот ковид нуждается в обновлении, в эволюционном процессе. Для этого он и пробужден, как огонь, как инфекция в человеческой природе. Потому что у человека новый этап наступил. Этот этап, он даст эволюцию этому качеству огня, как инфекции. Он эволюцию даст. И в связи с этой эволюцией человек обретает способность управлять стихиями, потому что это огненная стихия, ковид. И если человек будет ответственно относиться к жизни, к мыслям своим, поступкам и действиям, с творческим подходом, то, естественно, ковид начнет эволюционировать и станет импульсом или дополнительным свойством качества огня для творчества человеческого. Ведь стихии, они сами соподчинятся, если увидят ответственное отношение человека к природе, к их природе. А к их природе можно подойти только через огонь духа своего. Значит, ковид, пробуждаясь, вызывает ответный огонь духа человеческого или его сознания, то есть ответственность. Значит, ковид – это друг, но не враг. Это его суть в том, чтобы начать новый этап для развития человека. Измените отношение к прежнему своему миру. Переоцените эти все ценности. Начните новый этап. Ведь уже все пространство гремит. Люди говорят об этих вещах. Естественно говорят уже. Можно сказать, что это уже в привычку стало. Но превращают все в бытовую возню. В бытовую. Оно должно быть необычным. И отношение должно к этим новым мыслям, новым энергиям быть очень ответственным. Отношение изменить мы должны к жизни. Тогда мы и спасем мир. Мир спасается только миром в себе. Если вы встретите новые какие-то вспышки, то радуйтесь тому, что есть возможность сознательно принять качество психической энергии, качество огня в виде инфекций. Почему так жестко они приходят? Потому что человек легкомысленно относится к жизни. Поэтому и удары такие мощные. Этого ковид. Как одного из тех бичей человечества, которые заставляют встать на путь эволюции. Времени нет. Сейчас времени больше нет. Либо сейчас, либо никогда. Желаю на этом пути совершенствования всем успеха.